Всем привет! Ситуация на рынке топлива в Украине пока не проясняется. Проясняется лишь одно, что вот скорее всего это похоже на сговор. Не буду я утверждать, это мое мнение. Из чего я делаю такие выводы? Да потому что видно четко по сетям заправок. По приложению, по отслеживанию, по наличию бензина на той или иной заправке по дням. День ВОГ торгует топливом. Весь город там, на воговских заправках. Потом день нету, день торгует ОККО. Все на ОККОвских заправках, очереди выстраиваются, бабки зарабатываются. БРСМ и Авиас. Авиас вот сегодня, кстати, там что-то продвижение началось. АНП, Авиас, кому синие заправки, Коломойского. Но в основном торгуют ОККО и ВОГ. Какая хорошая новость, может для кого хорошая новость, для кого не очень хорошая новость. Государство решило взять и сделать свою сеть заправок, именно государственных. Кто не знает, в Украине все, нету ничего государственного. 30 лет Украина разворовывалась под олигархами, под депутатами тех созывов, не знаю, и теперешних, наверное, что-то есть. Я не буду утверждать, но знаю, что это точно так. Все заправки также принадлежат понятно кому. Правительство просто задолбалось уговаривать хозяев заправок, чтобы сделали адекватные цены. Постоянно у них сверхприбыль и постоянно идут уговоры, упросы, но реакции никакой нету. И даже вот в стране такая тяжелая ситуация, не называю я своими именами, потому что YouTube может не пропустить и видео просто не дойдет до вас. Даже в такой вот ситуации, ничего не меняется. Деньги занимают главное место в жизни этих людей. Государство будет делать сеть своих заправок и забирать 30%, как планируют они, рынка. Будут государственные заправки. И тогда не нужно будет искусственно регулировать стоимость топлива. Не нужно будет вот эта вот борьба с ветряными мельницами, то есть ни к чему не приводящая. Будут государственные заправки, на которых будет адекватная цена на топливо. Соответственно, у человека будет выбор. Или заправиться по высокой стоимости у частных заправок, или же заправиться по, я так понимаю, нормальной стоимости на государственных заправках. Соответственно, также будет проходить и регулировка стоимости. Какие-то, какие-то на стеле непонятные крючки, значки, ни цен нету, ничего. По приложению заедем позже, но там для одаренных. По картам, по талонам, и, наверное, кто заплатит больше. Для обычных людей за наличку купить нету. А если же есть, то очередь будет на 5 километров. По вот этой инициативе государственной, я думаю, если все правильно сделают, то это будет нормальный вариант. Кстати, от этого количество машин в городе не уменьшается. С каждым днем вот смотришь все больше и больше. Понятно, что съехалось много из областей, там где пришли освободители, очень много людей. Машин по городу ездящих очень много. То есть кому нужно, тот всегда бензин находит, заправляется, ездит. То есть особой проблемы уже для людей это не возникает, кому нужно, но все равно бензин тупо задерживается, придерживается. Наверное, опять же причина в том, что хочется, чтобы цена была побольше. И тогда ассортимент уже будет. Заправки АНП, Авиас. Опять же пусто на табло и просто, опять же, талоны, карты, вот эти вот моменты для простого человека, непонятные. Нету в свободной продаже бензина. Как можно определить, что есть бензин? По огромной очереди люди собираются сразу. Вдалеке, если столпотворение машин, то можно понять, что заправка. Как-то очередь не очень большая, а что-то непонятно. Или люди уже по привычке ждут, стоят. Мужики, а бензин будет? Не знаете? А что вы стоите? Будь ласка, підскажіть, бензин есть, что вы за газом? А что ж стоят? Бензин? Короче, люди ждуть бензин, буде чи не буде, а коли не знають. Вот так.
У меня слов нету, а встать, вот это, ну, стоять просто, ждать. Не могу ничего сказать по этому поводу. Ситуация вот такая. Как вариант, люди уже в очередях знакомятся. Может, даже создают семьи некоторые, потому что там и девушки приезжают. Уже созваниваются. Кто-то где-то слышал. Чаты какие-то есть, понятно. Но, скорее всего, вот это испорченный телефон, там должен быть бензин. Тому заправщик позвонил, тому заправщица позвонила, что вот приезжал, кто-то видел бензовоз. Короче, вот такое вот общение уже. Люди так выходят из проблемы. Скорее всего, дыма без огня не бывает, ну, будет бензин, но просто когда там, через час, через... Короче, що, заходиш, лапша з качкою, свіжий хліб, кофе, чай. Кажу, бензин. Бензина немає. Ну як немає? Лапша з качкою є. Поїсти є. Уже це не око, це якась столовка. Но чем на сегодня око более оптимальный вариант, тем, что ты отследил в приложении и можешь утром приехать. Если с вечера на утро осталось, и тебе не лень встать в 4, я думаю, поздно уже, в 3 утра. В 3 утра встать и к 4 там быть, то ты можешь заправиться без очереди, потому что они работают круглосуточно. Я до сих пор в шоке. Пришел на око спросить про бензин, а на меня глаза такие. Люди стоят там, качка з лапшою, чи з лапшак з качкою, там, поїсти, попити. А я стою как дебил, слышь. Бензин є. Та ні, теж нету нічого. Тільки лапша з качкою. Бензина немає. На БРСМ сейчас зайдем. Здесь вообще такое впечатление, что все умерло. О, не понял. Не совсем умерло, а чего они стоят? Здравствуйте. А що з вами? Що, нема топлива, бензина не буде? А чого ж ваші не возять? Ціна не встраює? Причем здесь цена? Бензовоз в пути везет 92-й. Когда он будет? Будет. Не, я просто каждый день отслеживаю с приложения, всегда заправлялся у вас, а это, смотрю, уже неделю нету. Или приложение не работает Приложение нормально? не смотрите. Не смотреть? Или смотрите, узнавайте на рабочий телефон, там приложение. А вот это в приложении по каждой заправке телефон, да? Давайте, Ага. заправка. Ясно, спасибо. То есть 92-й, возможно, когда? Или сегодня, или завтра утром. А вы круглосуточно работаете? Да. То есть можно, если на утро останется, на утро без очереди подскочить, да? Очень подозрительный взгляд у заправщицы. Говорит приложение, не смотрите на приложение, оно не работает нормально. Звоните по номерам, номера есть там, когда заходишь на заправку, проверяешь бензин. Номера есть, звоните, идет бензовоз с 92-м бензином. А где они берут 92-й бензин, тоже напишите в комментариях, что это за 92-й бензин. Если с Европы, то там его нету уже со времен Советского Союза, наверное. Короче, видите, ситуация мутнейшая такая, пока. Ну, на то мы и снимаем, показываем вам. Живем в Украине вместе с вами, переживаем ситуацию вместе, показываем. Вы пишите в комментариях, у кого как, что. Ситуация по городам, я думаю, одинакова, потому что нету такого, что там где-то лучше, там где-то хуже. Скорее всего, вот разница будет, чем восточнее туда, тем жопа пошире, понятно из-за чего. А у нас пока так, и мы наблюдаем. Всем удачи, до следующих видео.